Привет, друзья! Вы на канале Go Travel World 360. Многие туристы перед поездкой в Турцию задаются одним и тем же вопросом – оставлять чаевые или нет? Одни считают это обязательным правилом хорошего тона, другие уверены, что за систему «все включено» они уже заплатили. Сегодня выясним, как все устроено на самом деле, кому чаевые действительно помогают, а где можно спокойно сэкономить. Поехали! Представьте ситуацию. Два туриста отдыхают в одном и том же отеле. У них одинаковые номера, одинаковый браслет Ultra All Inclusive, одинаковое море. Но один постоянно жалуется, ждет напитки, не может решить вопрос на ресепшене, получает обычные места в ресторане. А второй словно попал в VIP-клуб. Его знают по имени, напитки приносят быстрее, а любимые коктейли появляются без лишних слов. Разница между ними может составлять всего несколько евро. Но действительно ли чаевые в Турции способны творить такие чудеса? Или это просто способ вытянуть деньги? Сегодня разберемся честно, кому давать, сколько давать в 2026 году и где ваши деньги реально работают. Многие едут в Турцию после Египта и совершают первую ошибку. Ждут такой же системы чаевых. Но Турция работает иначе. В хороших отелях персонал дрессирует быть ненавязчивым. Здесь редко кто-то будет открыто намекать на деньги. Но это не значит, что чаевые не играют роли. Наоборот. Они работают тоньше. Везде стоят тип-бокс, общие коробки для чаевых. Деньги из них распределяются на весь коллектив, включая поваров, которых вы не видите. Это благородно, но мгновенного и персонального эффекта не дает. Разберемся, кому стоит оставлять лично. Are you sure you don't want a cart, sir? No time. The gate closes in 10 minutes. Начнем с заезда. Носильщик доставил чемоданы, показал сейф и кондиционер. 1-2 евро или лиры – это норма. Теперь ресепшн. Работает ли деньги в паспорт? 50 на 50. Если свободных номеров нет, деньги не помогут. Но при раннем приезде 10-20 долларов могут ускорить подготовку номера. Вопрос к вам, мои зрители. А вы когда-нибудь пробовали давать деньги в паспорт при заселении? Пишите в комментариях, работало или нет. И горничная – самый недооцененный человек. Хотите свежие полотенца и фигурки на кровати? 1-2 евро раз в пару дней. Важный лайфхак. Кладите деньги строго на подушку или кровать. На тумбочке их не тронут, побоятся обвинений в краже. Главный секрет баров и ресторанов. Бары – это место, где чаевые работают лучше всего. Представьте вечер, у стойки 10 человек. Кого-то заметят первым? Того, кто в первые дни подошел, познакомился и оставил 5 евро, сказав: «Буду часто заходить». Все, вы в VIP-списке. В ресторанах а-ля карт, если официант старался, 5-10 долларов в папке со счетом – это отличный тон. Но помните, чаевые – это благодарность, а не налог на еду. Переходим к следующему пункту, и он называется «Главная ошибка туристов». Ошибка, которую совершают тысячи – мелкие монеты евро. Для нас это деньги, а для них ненужный металл. Турецкие банки не меняют монеты, и персонал вынужден потом просить туристов их обменять. Не усложняйте жизнь людям. Самый удобный вариант – местная валюта лиры или бумажные купюры долларов и евро. За пределами отеля таксистам чаевые не обязательны, просто округляйте сумму по счетчику. В хамаме массажисту принято оставлять 10-15% от стоимости, если программа понравилась, это тяжелый труд. На экскурсиях, если гид был интересен, а водитель надежен, 50-100 лир в общую коробку, хороший тон. Но это всегда добровольно. Самый популярный вопрос – сколько брать?
Если отдых на неделю, то 20-50 евро на весь отпуск хватит с головой на все ситуации. Но главное не сумма, а отношения. Иногда вежливость и улыбка работают лучше любых купюр. Итог. Чаевые в Турции не обязанность, но если сервис хорош, благодарность делает ваш отдых еще приятнее. А вы оставляете чаевые? Замечали, как меняется отношение персонала? Пишите в комментариях, мне очень интересно сравнить опыт. Если видео было полезным, поддержите лайком и подписывайтесь на Go Travel World 360. Впереди еще много честных обзоров. До встречи в новых путешествиях, а сейчас пока-пока!